Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами поговорим, как успешно сдать тест-DAF. Я расскажу и поделюсь своими секретами, как можно его сдать успешно, даже если немецкий язык у вас не на самом высоком уровне. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. Итак, тест DAF переводится как тест Deutsch als Fremdsprache. Он нужен для того, чтобы поступить на учебу в Германии. Все 4 части экзамена устроены так, чтобы узнать, готовы ли вы к учебе в Германии, готовы ли вы решать какие-то проблемы, участвовать в лекциях, в семинарах. Тест состоит из 4 частей: чтение, аудирование, письменная и устная часть. Сначала я поделюсь с вами советами для каждой части конкретно, и в конце расскажу об общих советах, которые также немаловажны. Начнем с чтения. Здесь очень важно отвечать на вопросы, не исходя из своего опыта. В этом тесте оценивается только то, как вы поняли текст. Помните о том, что все время нужно опираться на текст. Если этого не сказано, но вы об это предполагаете, нет. Не отвечайте так на вопрос. Если этого не сказано, то все, этого не сказано. Все по-разному советуют читать этот текст, но как я делаю, как мне удобнее всего, сначала читать название текста, читать вопросы все после текста, выделять маркером важные моменты в этих вопросах и потом уже переходить к чтению самого текста. Так я сразу уже нахожу примерные ответы на вопросы, мне не надо снова перечитывать текст. Кроме этого, конечно, используйте маркер, это вообще общий совет на все части. Важно понимать, что ответы на вопросы идут по порядку, то есть вы не найдете ответ на первый вопрос где-то в конце текста, и если вы его до сих пор не нашли в конце текста, то переходите опять в начало, скорее всего, ответ там. Поэтому я еще рекомендую писать возле абзаца номер соответствующего вопроса. Помогает, в принципе, во всех частях, но очень важно в третьей части, в третьем тексте, где нужно отметить «да», «нет» или «об этом в тексте не сказано». К примеру, вы написали циферку 21, вы нашли ответ на этот вопрос, написали 23, в следующем абзаце тоже нашли ответ. На вопрос 22 вы не можете найти, соответственно, скорее всего, в вопросе 22 вы напишите в тексте, об этом ничего не сказано. Ну и в целом стоит сказать, что для того, чтобы поднять свой уровень понимания текста на немецком языке, можно читать статьи, читать новости на немецком языке, какие-то непонятные слова сразу выписывать, узнавать, как они переводятся, артикль, множественное число и так далее. Следующая часть — аудирование. Здесь единственное, что я могу сказать, что помимо всех примерных тестов, которые существуют в интернете, вы можете слушать радио, также новости. Есть сайт Deutsche Welle, очень полезный, там есть различные видео, после которых вы можете сделать задание на понимание этого видео. Это очень важно, потому что, когда вы слушаете радио, вы не можете узнать, насколько правильно вы поняли данную вам информацию. А если вы смотрите видео, затем делаете задание, то вы уже знаете, что вы там не поняли, где у вас были ошибки. Кстати, все полезные ссылки будут внизу в описании, обязательно заглядывайте, я туда выложу все, что я использовала и все, что я найду. Также слушать немецкую речь очень важно, просто для того, чтобы привыкнуть к диалектам, привыкнуть к немецкой речи в целом. Естественно, на экзамене у вас не будет там разных диалектов, но у всех разная интонация, разный тембр голоса, поэтому нужно уметь всегда к этому приспосабливаться. Следующая часть — письменная часть. Здесь от вас требуется описание графика, затем описать преимущества, недостатки какого-то явления, аргументация и выразить свою точку зрения и также ее аргументировать. Для этой части очень важно выучить все вводные фразы, все заготовленные фразы, как раз-таки для описания этих графиков, для аргументации, для того, чтобы выразить свое мнение, для того, чтобы привести пример. Они важны, потому что вы показываете свой уровень языка, насколько вы можете связать между собой предложения. Очень важно, если вы продумаете разные за и против, преимущества и недостатки разных явлений, например, работа или учеба. У меня, например, попалась учеба в школе 12 лет или 13 лет, плюсы и минусы, почему, зачем и так далее. Разработчики тест-DAF обожают темы в последнее время про учебу, про работу. Также я слышала, что может быть про Umweltschutz. Таким образом, если вы будете заранее знать примерные плюсы и минусы разных тем, то вам не надо будет тратить время на экзамене, чтобы их придумать, а время на экзамене очень драгоценно. Переходим к устной части. Здесь у вас будет 7 заданий. Вы разговариваете не с человеком, а идет запись вашего голоса, вашего ответа. В аудитории сидят где-то 10 человек, наверное. Будьте готовы к тому, что с вами вместе будет кто-то разговаривать еще. Вы по-любому будете их слышать, но не бойтесь, для меня это тоже звучало ужасно. Но на самом деле, если сконцентрироваться, то ты, в принципе, не обращаешь на это внимания. И нужно учитывать, что проверяющие в вашем языковом центре или где вы будете задавать, они
понимают, и они не посадят 30 человек в одну аудиторию. Примерно вот 10 где-то человек будет сидеть. В устной части, в этих 7 ситуациях, вам нужно будет уметь, опять-таки, сказать свое мнение, уметь аргументировать его, предположить что-то, описать график, дать совет и так далее. Здесь также будет оцениваться то, как вы умеете перестроиться. К примеру, там есть ситуации, когда вы разговариваете с профессором, когда вы разговариваете со студентом, когда вы разговариваете с вашим другом. Для устной части тоже можно выучить вводные, заученные, заготовленные фразы. Их тоже я оставлю в описании. Я прям находила для себя, искала и выписала самые оптимальные, которые несложно выучить. Вот. И, в принципе, можно их везде применять. И, конечно же, тренироваться. Много кто недооценивает эту часть. Если вам не с кем тренироваться, вы можете записывать на диктофон. Я слышала, что многие так делают, и это эффективно. Я сама это не делала. Я тренировалась со своей одногруппницей, которая тоже сдавала тест-ДАФ, и потом мы друг другу давали фидбэк. Так тоже можно. Со всеми частями экзамена это, в принципе, все. Давайте перейдем к общим советам. И первый — это зарегистрироваться заранее на сайте тест-ДАФ, потому что я слышала, что когда ты регистрируешься прям вот впритык, то сайт начинает зависать, потому что почему-то многие так делают. Зарегистрируйтесь заранее, узнайте, когда будет следующая сдача экзамена вообще, в принципе, когда вы узнаете результаты, чтобы быть уверенным, что в нужное вам время придет этот сертификат. Все делаем заранее. Очень важно, как и во всех такого рода экзаменах, узнать, изучить структуру экзамена, чтобы не терять время на прочтение самих заданий. В целом, все эти маленькие моменты, которые вас отвлекают, они забирают много энергии, так или иначе, они вас отвлекают. Очень важно знать, что зачем идет, какое задание будет следующим. Поэтому я также говорила, что очень важно заранее подготовить все фразочки и так далее. Тренироваться с секундомером. Секундомер вообще должен стать вашим лучшим другом при подготовке, как и для устной части, как и для письменной, для всех частей, потому что, естественно, экзамен на время. Если вы не будете развивать в себе чувство вот этого времени, то будет плохо. Важно не забывать, что все нужные материалы, практически все нужные материалы есть в интернете. Есть уже несколько групп в ВК, и, я думаю, в Фейсбуке тоже, где люди делятся своим опытом, выкладывают модель-тесты. Модель-тест — это пример теста. Пользуйтесь всем, что есть, скачивайте все, что можно, для того, чтобы подготовиться, сделать побольше этих модель-тестов. Попробуйте также найти книги по подготовке в библиотеках в ваших университетах, либо в школе, либо в городской, возможно, вы тоже сможете найти. Еще такой маленький тип: ходить к репетиторам или нет, решайте сами. Я решила не ходить, потому что я знаю, что я могу сесть и целенаправленно, дисциплинированно готовиться. Если вы не уверены в том, что вы так сможете сделать, то, естественно, ходите к репетиторам, к тем, кто будет вас подгонять, кто будет проверять. Это, конечно, удобно, потому что я искала в университете преподавателя, носителя языка, для того, чтобы она проверяла мои тексты для письменной части. Конечно, если бы ее не было, было бы сложнее, потому что я бы не знала, где у меня ошибка, где я неправильно выразила свое мнение, где я неправильно аргументировала и так далее. Ну и, конечно, уделять время подготовки каждый день. Я уделяла где-то 2,5-3 часа. Для этого я вставала очень рано, для того, чтобы с утра это сделать, вечером, потому что я прихожу, я уже уставшая и так далее. Это все, конечно, очень индивидуально. Сами выбирайте, сколько вы можете готовиться, сами выбирайте, когда, в какой половине дня. Но готовиться нужно, если вы хотите успешно сдать экзамен. Это были все мои советы по подготовке к тест-ДАФ. Ставьте лайк, чтобы я знала, что вам нравятся такие видео. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть больше полезных видео о немецком языке. Желаю вам успешной сдачи экзамена. Обязательно заглядывайте в описание, там найдете очень полезные ссылки. Все, пока. Сначала я поделюсь с вами... Здесь